Крайне неудобное решение, особенно если кухня небольшая, и конфликт открывания фасадов из-за отсутствия проставок между угловыми элементами кухни. Это самое неудобное и непрактичное решение для вашей угловой кухни. Никогда не соглашайтесь на установку мойки в углу. Если вы ищете идеи для ваших кухонь, то наверняка уже успели обратить внимание, что подавляющее большинство интерьеров – это именно угловые кухни. И именно при проектировании угловых кухонь дизайнеры и проектировщики допускают множество ошибок, которые в дальнейшем вызывают грусть и боль. Всем привет, с вами Майкл Мора Дизайн, и если твоя кухня тоже будет угловая, то обязательно посмотри это видео до конца, потому что сегодня мы разберем основные ошибки при проектировании угловых кухонь, и твоя кухня точно будет правильно спроектирована. Ведь если предупрежден, значит вооружен. Самое распространенное и растиражированное решение углового модуля – это шкаф-трапеция с размерами по задней стенке 900 на 900 мм, и вместе с тем это самое неудачное решение. Если дизайнер или кухонщик предлагают вам такое решение, то это прям такой звоночек. Может быть, лучше разойтись на этапе обсуждения проекта и поискать кого-то более компетентного. Это самое неудобное и непрактичное решение для вашей угловой кухни. В такой модуль вы не сможете поставить абсолютно никакой фурнитуры, обеспечивающей комфортное использование глубины такого модуля. Другими словами, вы не поставите сюда ни выкатных полок, ни каких-либо других волшебных уголков. Единственное, что здесь можно будет сделать, это установить обычные полки. А теперь представьте, что где-то там, в глубинных недрах вашего углового модуля, сокрыто от рода человеческого нечто, например, кастрюля. И вот именно сегодня она вам очень понадобилась, и вы решили ее достать. Вы открываете достаточно узкую дверку, 30 см, и чтобы достать кастрюлю, нужно все вытащить, а потом убрать на место. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша угловая кухня была не только красивая, но еще и удобная, то никогда, слышишь, Карл, никогда так не делай. Друзья, для того, чтобы сделать хорошую кухню, нужны средства. А для этого необходимо мудро управлять своими финансами. Разобраться в этом самостоятельно бывает непросто. Хорошо, что сейчас этого и не нужно делать, потому что появляются все новые и новые технологии, которые делают это за вас. Представляем вам инструмент для заботы о своих финансах – сервис Кредистория. С этим сервисом вы всегда будете в курсе каждого изменения в вашей кредитной истории. Забудьте о беспокойствах по поводу мошенничества. Любая подозрительная активность фиксируется, и вы моментально получите уведомление о ней с помощью СМС. Кредистория поможет вам понять причины отказа по кредиту, следить за своей кредитной историей, устранить ошибки или мошеннические кредиты, повысить кредитный рейтинг. Кредисторию легко подключить через банковское приложение или госуслуги. Сервис быстро рассчитает ваш рейтинг, и вы получите доступ к своей кредитной истории абсолютно бесплатно. Управляйте своими финансами с умом, а по промокоду LASH подписка Lite обойдется вам всего за 1 рубль на первый месяц использования. Ссылка на сервис находится в описании под видео. И сейчас сразу комбо. В угловой модуль 900 на 900 трапециевидной формы поставить мойку, да еще и круглую. Это даже будет не комбо, это фаталити. Никогда не соглашайтесь на установку мойки в углу, так как это очень неудобно. Из-за особенностей монтажа мойка будет установлена несколько ближе к стене, чем обычно, и вам придется несколько наклонять спину вперед во время мытья посуды, и таким образом будет создаваться дополнительное напряжение в пояснице, и спина будет быстро уставать. А еще будет темно, если вы решите во время мытья посуды пользоваться исключительно подсветкой рабочей зоны. Дело в том, что встроенная подсветка в верхней шкафчике углового модуля будет освещать не центр раковины, а как бы ее заднюю часть. А если еще раковина вдобавок ко всему будет круглой формы, то вы соберете весь набор победителя по жизни. Круглая раковина сама по себе не очень удобное решение. И, конечно же, сейчас многие из вас, у кого круглая мойка стоит в углу, начнете кидать что-нибудь на вентилятор и кричать, мол, нет, это удобно, и у меня всю жизнь было так.
Так вот, друзья, успокойтесь, вы просто не знаете, что такое, когда по-настоящему удобно. Пока не попробуете, не поймете. И как говорил один мой знакомый, и незачем так орать. Еще одна ошибка, которую я часто вижу, это посудомойка, расположенная через угол от мойки. Крайне неудобное решение, особенно если кухня небольшая и посудомойка стоит на расстоянии руки от мойки. Когда вы разгружаете посудомойку, то грязная посуда, как правило, находится в мойке. Одной рукой вы держите тарелку, другой губку и убираете остатки пищи. Если посудомойка стоит, как я сказал выше, то вы банально не сможете ее открыть так, чтобы выдвинуть корзину и загружать ее посудой. Кстати, с какой стороны ставить посудомойку, слева или справа? Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях. Если во время подготовки посуды к загрузке вы держите тарелки левой рукой, то слева от мойки. Если правой, то, соответственно, справа. Вот и все. Смотрите, как все просто и логично. По аналогии с нижним модулем, верхний угловой шкаф размером 60 на 60 см по задней стенке трапециевидной формы также является критической ошибкой. Проблемы здесь все те же самые, и хотя в верхние угловые шкафчики редко кто ставит какие-то выдвижные системы, тем не менее, если даже выбрать не трапецию, а шкафчик из двух прямоугольников, пользоваться им будет гораздо удобнее. Хотя здесь не самая удобная дверца, это будет гармошка, и открываться она будет не совсем комфортно. Самый правильный вариант будет сделать из двух модулей по одной стене длинный, и к нему с другой стороны примыкает короткий модуль. И у каждого будет свой фасад. Вменяемая глубина, и в плане дизайна, и эстетики это смотрится гораздо более выигрышно. Главное, между фасадами не забудьте установить фальшпланки, или их еще называют проставки. Иначе могут быть проблемы с открыванием фасадов. И еще одна очень частая ошибка – это когда плиту ставят через угол от мойки. Это и неудобно, и опасно. Во время мытья посуды очень высок риск того, что вы можете задеть локтем стоящую на плите кастрюлю или сковородку и обжечься. Особенно актуально это для маленьких кухонь. Самым верным решением в такой ситуации будет установка мойки и плиты на одной линии. Так будет гораздо более безопасно и комфортно. Главное, помните, между мойкой и плитой должно быть расстояние, хотя бы в 15 сантиметров. А самая главная ошибка – это ошибиться с выбором подрядчика строительных работ в самом начале ремонта и по итогу получить либо развернутый, либо острый угол, то есть угол неравный 90 градусам. В итоге модули будут не перпендикулярны друг другу и придется как-то выкручиваться из этой ситуации. Либо столешницу как-то неровно выпиливать, либо делать проставку между угловыми модулями. В общем, ваш внутренний перфекционист будет плакать. Поэтому не гонитесь за низкой стоимостью работ. Радость от нее будет улетучиваться по мере того, как ремонт будет подходить к финалу. Чем больше финишных работ будет выполняться, тем больше косяков будет вылезать. Так уж устроена стройка. Принимайте работы на каждом этапе, проверяйте углы и геометрию, следите за сборкой и установкой кухни. Не пускайте все это на самотек. Ну, а если вы не хотите всем этим заниматься, а хотите получить сервис по концепции «все вопросы в одно окно», начиная от дизайн-проекта и заканчивая установкой крючков для полотенец в ванной, то вы можете доверить ваш ремонт нам. Ссылка будет также внизу в описании. А теперь бонус. Берите ручку и бумагу, и сейчас я расскажу, какие еще ошибки очень часто допускают на кухнях при проектировании. Конфликт открывания фасадов из-за отсутствия проставок между угловыми элементами кухни и в местах примыкания кухни к стене. Особенно это явно ощущается, когда на ваших фасадах установлены ручки-рейлинги. В таком случае проставка должна быть не менее 3 см. Очень часто под мойку ставят фильтр, а потом с удивлением обнаруживают, что места под мусорное ведро просто не осталось. Поэтому, если у вас маленький модуль под мойку, сразу подумайте о том, чтобы фильтр не мешал мусорному ведру. Ну или наоборот. Если кухня у вас будет встроена четко между стенами, проверьте размеры в чертежах. Если место для установки кухни, скажем, 3,5 метра, и сама кухня тоже 3,5 метра, то поздравляю.
потом кухня не влезет. Поэтому оставляйте зазор в 2,5 мм с каждой стороны. А если примыкания должны быть без щелей, и это очень важно для вас, то их можно просто потом пройти герметиком. Если холодильник по плану стоит у стены, то проверьте, чтобы там была проставка в 10 см. Иначе вы не сможете открыть дверь холодильника так, чтобы вытащить из него полки. Например, для того, чтобы их помыть. Если у вас кухня с верхними фасадами в потолок, то убедитесь, что фасады открываются и не задевают отточечные светильники или треки. Это очень частая ошибка во всех проектах. Если вы хотите установить измельчитель отходов, то проверьте, есть ли в проекте розетка для него. А то так и забудете до конца ремонта об этом, а потом, когда установщик задаст вам вопрос, к чему его, собственно, подключать, то вы очень сильно удивитесь. Ну, а если это видео наберет 100 тысяч просмотров, то в следующем видео я расскажу о том, как правильно расставить розетки на кухне для подключения бытовой техники. Поэтому отправляйте это видео друзьям, делитесь с теми, кто собирается делать ремонт или заказывать себе кухню. Проектируйте кухню правильно, живите удобно и да пребудет с вами дизайнинг.